Так, всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем кушать сундуку. Это суп с кровяной колбасой. Нам принесли здесь потроха, печень, кровяная колбаса, закуски, кимчи, редька, чеснок, лук, чили, перчик, водичка, соль. Кстати, вот здесь есть вот соус хороший с креветками, мелкие креветки вместо соли. У меня на районе Чектанчика, это прям недалеко совсем. Я вот решил зайти покушать. Суп недорогой, около $8, наверное, 10 тысяч вон по корейским деньгам. Суп возник этот во времена, когда была война, когда не было денег, когда, как говорится, для приготовления пищи шло все, да, все, что можно. Печень. 감사합니다. Потрошки здесь, кишки, потрошки. Так, можно положить сюда, кстати, пасту кочуджан. Вот так, для пикантности, для остроты. Сейчас обед, время обед, люди приходят. Вкус такой насыщенный, глубокий. Варится бульон со свиных костей, получается, с потрохов. Но опять же, при том, что он долго варится, я думаю, поэтому получается такой насыщенный вкус. Я думаю, нужно взять соджу под него. 아주머니, 소주 하나만 주세요. 네. 네. 좋아요. Под такой суп, как не выпить соджу. Всем приятного аппетита. Будьте здоровы. Вот эти штуки всякие, и сунде, и печень там, и еще потроха мы макаем вот в эти мелкие креветки. И наслаждаемся. Вместо соли. И вкусно, действительно вкусно.
И вот бульон, знаете, почему корейские супы, в основном они не соленые? Чтобы не, ну, соль сама по себе убивает вкус, чтобы был максимально полноценный вкус, глубокий. Бобовая паста. Перец хороший, чили перец. Кстати, я только в Корее начал есть субпродукты. Раньше их как-то, ну, не знаю, у нас все выкидывали, по-моему. Я вспоминаю, все выкидывали, ели только мясо. Ну, там еще печень, сердце, по-моему, еще ели. А вот остальное все выбрасывали то кошкам, то собакам. Субпродукты как-то у нас не особо едят. А здесь, допустим, здесь в Корее, здесь у них вообще безотходное производство. И они все кушают. Вкусно. Вкусно. Вот такая кровяная колбаса. Сюда. Надо еще, думаю, положить кочерава. Поострее. Я люблю поострее. Бомба. Вот раньше тоже я не понимал, когда суп пробуешь, и, ну, он не соленый. Ощущение, что как бы надо посолить. Но нет. Когда ты кушаешь все вместе, когда ты берешь, вот макаешь, допустим, вот в эти мелкие креветки, они очень соленые. Потом запиваешь этим бульоном, то, в общем, у тебя получается по соли все ровно, все хорошо. Блин, классно. Надо сюда как-нибудь пригласить моего начальника. Когда рано закончим работу, чтобы мы сюда приехали и попробовали. Здесь сундуку, кстати, очень достойный.
очень достойный. Мы в разных местах как бы едим, но я просто понимаю, имею понимание того, когда суп вкусный, когда он богатый на ингредиенты, насыщенный и так далее. Уж поверьте мне, за 8 лет в Корее я знаю толк в корейской еде. 100%. Да, я, по-моему, говорил, вот я люблю, кстати, кто-то берет рис и бахает туда, ну, замешивает прям в суп. Я не люблю так. Я люблю все, когда все по отдельности. Когда именно во рту у тебя смешиваются все вот эти вкусы. Блин, мне столько наложили всякого мяса. Я вот сейчас думаю, может, возникает вопрос. Положили они, как всем кладут, либо увидели то, что у меня камера, и положили мне как бы сверх нормы мяса. В любом случае, спасибо им. Это бывает такое в некоторых заведениях. Ну, я встречал пару раз такое. Когда приезжаешь первый раз, один ресторанчик такой был. Первый раз мы приехали туда и заказали там кальбитан. Суп из говяжьих ребер. И там было столько много мяса, то есть настолько было все вкусно. А потом в остальные раза 3-4, потом мы еще приезжали. И уже кальбитан не был столь вкусным, потому что там не было столько много мяса. Там были какие-то бедные ребра, на которых было мало мяса. Нам, мужикам, что важно? Конечно, чтобы было много мяса. Когда это вкусно, тогда мы это хвалим. Правильно? Так, я пойду наберу еще кимчи и редьки. И, кстати, по поводу панчанов, по поводу закусок. Кимчи, там, допустим, вот редька, лук, чеснок. Рис, кстати, здесь тоже, по-моему, брать можно в неограниченном количестве. Сколько хотите, сколько сможете съесть. Это классно. Self-бар называется. Когда ты сам подходишь, накладываешь закуски сколько хочешь. Мне нравится эта штука. Особенно я люблю всякие вот эти закуски корейские. Я ем их всегда много. Бывают такие ресторанчики, где помимо, допустим, помимо кимчи, помимо редьки, еще много всяких там папоротник, там морская капуста, там анчоусы. То есть много всяких приколюх, кальмары, допустим. Кальмары маринованные. Вот. И
Можно наесться, в общем, этими закусками. То есть, конечно, тебе нужно обязательно взять какое-то вот основное блюдо. Вот, потому что так не получится. Чтобы ты взял просто рис и набрал закусок, сколько хочешь. Так это не работает. Ну, вкусно, безусловно. Цена, по-моему, 9 тысяч вон или 10 тысяч вон. Цена вполне себе божеская за такое, за такой обед. Очень хороший, богатый обед. Плюс мне нравится, что еще вот отдельно подали вот еще, ну вот потроха, печень. Это прям это уровень. Прям уровень, так скажем. В основном такие заведения, они, конечно, зарабатывают на алкоголе. Допустим, вот бутылка корейской водки соджу. Она в магазине стоит сколько? Два чоника, 2000 вон, это по нашим 120 рублей. А здесь, допустим, здесь она будет стоить уже 4000 вон, 5000 вон. То есть уже 240-300 рублей. Вот на алкоголе они зарабатывают. Я видел цены у нас в России. Бутылка корейской вот такой водки стоит что-то 1300 рублей, что ли. Вот недавно где-то нарвался на видео. 1300 рублей. Это получается 20 тысяч вон. Одна бутылка соджу. В 10 раз просто цена выше, чем в Корее. С ума сойти. Да, кстати, помните, что злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью. Так что не наседайте. Кстати, кимчи очень вкусная. Я думаю, тоже это не покупная. Это сами они ее делают. Очень вкусная кимчи. Блин, очень радостно мне, что у меня здесь на районе есть такой читанчик. Я сравнительно недавно просто переехал. Но сюда буду ходить кушать 100%. Здесь кроме этого супа есть и, по-моему, и кальбитан тоже есть, и этот пё суп из позвоночника. Много чего есть, по-моему. По-моему, здесь много чего есть, поэтому отлично. Очень хорошо, что я сюда зашел. Чекнул, да, так сказать. Сразу видео записал. Буду посещать это заведение. Буду кушать здесь. Еще раз говорю, что в Корее
дешевле гораздо поесть вот так в ресторанчике, чем ты будешь готовить дома. Потому что, ну, продукты ты пока наберешь, потом сколько ты там газа потратишь, там, пока это все приготовишь, еще как вкусно ты это приготовишь, да? То есть, ну, и сколько времени на это уйдет, много мороки. Пришел в такой ресторанчик, отдал, сколько это по нашим деньгам получается, где-то там 500-600 рублей, покушал, до отвала покушал. И все, и довольный пошел домой, сытый. Что это очень доступно. В общем, что могу сказать? Я специально снимаю вам максимальное разнообразие корейской еды, корейских супов. Если вы будете в Корее, то вы уже будете знать, что вам покушать из моих видео. Я надеюсь, эта информация полезна будет для вас. Может кто-то просто любит смотреть, как люди едят. Вот лично я очень люблю залипать на видео, где люди едят. Жуют, хрумкают, чавкают. Не знаю почему, но меня эта штука привлекает. Вот, в общем, если вам заходят такие видео, ставьте лайк, пишите в комментарии обязательно, хотели бы вы попробовать такой суп. Как на ваш взгляд, дорого это или дешево, такая цена? Вот. Ну, и чтобы я продолжал снимать для вас, от вас нужно просто поставить колокольчик, подписаться. И все. Я вам буду благодарен. С вами был Злой Кинг Леон. Всем приятного аппетита. Всем здоровья, берегите себя. Пока-пока.